Всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре новинка от компании Deepcool Mid-Tower Corpus Matrix 50 Mesh 4FS. По своей сути, версия Mesh — это еще одна вариация весьма популярного корпуса Matrix 50. Конструктивно шасси у них одинаковые. Разница только в передних панелях. У стандартной версии это стекло, а у версии Mesh металлическая сетка. И еще в том, что в версии Mesh нет окошка на кожухе, закрывающем блок питания. И на этом отличие заканчивается. Использованное в названии обозначение 4FS говорит о том, что здесь с завода предустановлено 4 вентилятора. 3 на передней части шасси корпуса и 1 на задней. Они такие же, как и в версии корпуса Matrix 43FS, обзор которого уже был на моем канале. Кстати, для тех, кто не смотрел, сейчас в верхнем правом углу появится ссылочка на то видео. Буду благодарен за просмотр. Вентиляторы на 120 мм, модель RF120FS. Крыльчатка имеет 9 полупрозрачных лопастей. По информации из сети выполнены на гидродинамическом подшипнике. Точной информации про скорость вращения нет, но еще когда делал обзор на Matrix 43FS, находил в сети инфу, что максимально они крутятся до 1300 оборотов в минуту. От себя скажу, что судя по звуку, скорость вращения не превышает 1000, так как они весьма тихие, но это только мои догадки. Подсветка приятная, фиксированная. Подключение только Molex. Длина провода 385 мм. Общая схема размещения и охлаждения такая. На задней панели один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО. На верхней панели 2 120 или 2 140 мм вентилятора. Радиатор на 120, 140 или 240 мм. На передней панели 3 120 или 340 мм вентилятора. Радиатор от 120 до 360 мм. Габариты корпуса. Длина 455, ширина 215, высота 480 мм. На верхней части присутствует противопылевая сеточка на магнитах. Ближе к передней части по правой стороне корпуса расположились кнопка перезагрузки, аудиоразъемы для подключения микрофона и наушников, пара разъемов USB версии 2.0, один версии 3.0 и кнопка включения. Светодиод питания и светодиод обращения к накопителю встроены в кнопку включения. Кабели длинные, с подключением проблем не будет. Передняя панель двухсоставная, центральная часть быстросъемная и выполнена из 3 частей металлической сетки, закрепленной на пластиковой рамке. Между рамкой и сеткой еще присутствует пластиковая сеточка. Рамка передней панели крепится к корпусу за счет стандартных защелок, и здесь их по 3 с каждой стороны. Задняя панель выглядит стандартно, вентилятор можно немного приподнять или опустить. Верхняя заглушка съемная, остальные придется выламывать. Присутствует декоративная крышка, которая закреплена одним винтом. Ниже находится окошко для установки блока питания. Отверстия для крепежа здесь позволят расположить БП либо вентилятором вверх, либо вниз. На нижней части корпуса вентиляционные отверстия для блока питания прикрыты пылевым фильтром. Пластиковые ножки достаточно крупные, мягкие проставки присутствуют, высота 20 мм. Также здесь видны 4 крепежных винта, которые удерживают корзину для накопителей. Левая боковая панель — это слегка тонированное закаленное стекло толщиной 4 мм. Держится на 4 винтах, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. Размеры панели 410 на 453 мм. Внутри блок питания закрыт кожухом. В нем есть 2 довольно крупных отверстия для проводов возле поддона материнской платы и одно небольшое квадратное посередине, подходящее для подвода кабелей питания к видеокарте. Вырез спереди под вентиляторы и системы СЖО имеет глубину 65 мм. Расстояние от края материнки до верхней части корпуса 45 мм. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX, Micro ATX, ATX и eATX. 9 стоек под материнку уже установлены на свои места, и еще 4 лежат в пакетике с доп. Крепежом. Вот так выглядит весь комплект. Отверстия для кабель-менеджмента имеются в достаточном количестве. Для укладки кабелей между поддоном материнки и правой панелью максимально предусмотрено 24 мм свободного пространства. Кулер для процессора можно установить высотой до 165 мм, а видеокарту длиной до 370. Правая боковая панель ровная и весьма жесткая. Крепится на 2 винта с накатанными головками, они не выпадают после выкручивания. Толщина металла панели, а также шасси корпуса 0,6 мм. В месте установки блока питания предусмотрены 4 небольших демпфера. Производитель заявляет возможность установки блока питания с длиной корпуса до 160 мм включительно. Расстояние между задней панелью корпуса и корзиной в ее крайнем левом положении составляет 230 мм. Корзину вытянуть из корпуса, если это вам будет нужно, без применения дрели и заклепочника не получится. Сюда с помощью салазок можно установить 2 2,5 или 3,5 дюймовых диска. Демпферов между салазками, корзиной и корпусом не предусмотрено. На задней стенке поддона материнки есть еще 4 места для установки 2,5 дюймовых накопителей, 2 из которых с помощью съемных рамок. Все отверстия для кабель-менеджмента качественно завальцованы.
Выступов для крепления кабелей стяжками достаточное количество. Как итог, Matrix 50 версии Mesh 4FS благодаря обновленной передней панели стал более продуваемым. Сама же панель выглядит стильно, да и вообще внешнее впечатление от корпуса у меня положительное. Также понравилось, что панель быстросъемная. Комплектные вентиляторы тихие, с приятной подсветкой. Конкретно мне хочется, чтобы была возможность ее отключения. Очень надеюсь, что в будущем это станет возможно. На этом у меня все. Обо всех особенностях данного корпуса я постарался рассказать максимально подробно. Так что надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал, если вы еще не подписаны. Актуальные цены на данный корпус найдете в описании под этим видео. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!